Привет, друзья! Сегодня у нас подборка событий, которые напрямую влияют на Германию и на Европу. Как изменятся цены на автомобили после новых договоренностей Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза, почему все больше немцев ждут сокращений в социальной и медицинской сфере, что стоит за новыми пошлинами против китайских электромобилей и как это ударит по европейским компаниям. Мы также поговорим о социальных расходах Германии, об обращении мэра Мюнхена к опыту миграционного кризиса, о первых реформах Фридриха Мерца и даже о неожиданном тренде. Американцы массово выбирают Италию для свадеб. Все эти темы собраны в одном выпуске, и каждая из них вызывает вопросы о будущем Европы. Оставайтесь до конца, будет интересно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Итак, Соединенные Штаты и Европейский Союз договорились о снижении пошлин на импортные автомобили из Европы. После месяца переговоров Соединенные Штаты Америки согласны снизить тариф, внимание, с 27,5% до 15%. И более того, сделать это задним числом, начиная с 1 августа. Это решение вступит в силу сразу после того, как Брюссель начнет законодательный процесс по снижению торговых барьеров на американские товары, включая промышленные изделия и продукты питания. Представители Еврокомиссии заявили, что намерены представить необходимые законопроекты до конца августа, чтобы американские измененные тарифы применялись еще в августе. Согласно соглашению, Соединенные Штаты Америки вводят базовую пошлину в 15% на большую часть европейской продукции, включая автомобили, полупроводники и строительные материалы. В обмен на это Евросоюз отменил пошлину на промышленные товары из Соединенных Штатов Америки и расширил доступ американских агропродуктов и морских товаров на европейский рынок. Немецких и других европейских автопроизводителей такие изменения обрадовали. Снижение импортных тарифов обещает облегчение для отрасли, которая долгое время испытывала давление. Однако остаются нерешенными вопросы по таким сегментам, как алкоголь и сталь, по которым переговоры продолжаются. А дальше новости Германии, которые вызывают обеспокоенность. Исследование показало, большинство немцев уже ожидают сокращений в социальной и медицинской сферах. Большинство опрошенных считают, что ухудшится качество медицинского обслуживания, государство будет вынуждено урезать культурные и социальные программы, а для многих настанет необходимость работать больше часов в неделю. При этом переход к таким изменениям возможен, но пока что большинство не готово смириться с этими потерями. Самое приемлемое с точки зрения граждан – это ограничение культурных расходов. Его сочли допустимым 33% респондентов. Другие меры снижения трат оказались существенно менее популярны. Таким образом, выходит интересный и тревожный парадокс. Люди признают необходимость перемен и ожидают сокращений, но массового согласия идти на такие потери пока нет. Это сигнал политикам, реформа неизбежна, но она должна учитывать настроение общества и предлагать справедливый баланс. Но давайте посмотрим на более детально социальные выплаты в Германии. В 2024 году расходы на социальную помощь в Германии значительно возросли. Согласно данным Федерального статистического управления, они увеличились, внимание, на 14,8% по сравнению с предыдущим годом, составив 20,2 миллиарда евро. Основная часть этих средств была направлена на базовое обеспечение пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями трудоспособности, что составляет 11,4 миллиарда евро или 56,5% от общего объема расходов. Эти расходы увеличились на 13,3% по сравнению с 2023 годом. Кроме того, расходы на помощь по уходу возросли на 17,7%, составив 5,3 миллиарда евро. Такой рост расходов на социальную помощь вызывает обеспокоенность у общественности и экспертов. Некоторые критики указывают на необходимость реформирования системы социального обеспечения, чтобы именно обеспечить ее устойчивость в будущем. Они отмечают, что текущий уровень расходов может быть неустойчивым и требует пересмотра политики в области социальной помощи. В ответ на эти вызовы правительство рассматривает различные меры, направленные на оптимизацию расходов и улучшение эффективности системы социального обеспечения. Однако, как показывают последние данные, для достижения устойчивой системы потребуется комплексный подход и долгосрочные усилия со стороны всех заинтересованных сторон.
И это еще не все. Торговые разногласия между странами продолжаются. Европейский Союз ввел дополнительные пошлины, внимание, на импорт электромобилей из Китая, которые вступили в силу в октябре 2024 года. Тогда целью этих мер было ограничить поставки субсидируемых китайских автомобилей, которые, по мнению Европейского Союза, создают несправедливое конкурентное преимущество на европейском рынке. Однако, как показали последние данные, эффект от этих пошлин оказался несколько иным, чем ожидалось. Дополнительные пошлины варьируются, внимание, от 7,8% для китайских моделей Tesla до 35,3% для автомобилей от SAIC и других производителей, не имеющих партнерских соглашений с Европейским Союзом. Например, Volkswagen при импорте Cupra Tavascan из Китая сталкивается с дополнительной пошлиной в 20,7%, что увеличивает общую стоимость на 30,7%. В первой половине 2025 года в Германию было зарегистрировано около 6 тысяч таких моделей. Однако эти меры затрагивают не только китайских производителей, но и европейских автопроизводителей, которые также импортируют автомобили из Китая. Таким образом, пошлины оказывают двоякое воздействие. С одной стороны, они ограничивают китайский импорт, с другой повышают затраты для европейских компаний. Несмотря на введение этих пошлин, китайские электромобили продолжают поступать на европейский рынок. Это связано с тем, что китайские производители, такие как BYD и Geely, предлагают конкурентоспособные цены и активно расширяют свое присутствие в Европе. Кроме того, они инвестируют в создание инфраструктуры и сервисного обслуживания, что способствует увеличению доверия потребителей. Таким образом, хотя пошлины и оказывают влияние на рынок, они не останавливают китайские компании от дальнейшего распространения в Европе. Это подчеркивает необходимость более комплексного подхода к регулированию и поддержке европейской автомобильной промышленности в условиях глобальной конкуренции. А дальше еще интереснее. Мэр Мюнхена Дитер Райтер, социал-демократическая партия Германии, в недавнем авторском материале напоминает, 10 лет назад его город оказался в эпицентре одной из крупнейших гуманитарных задач в послевоенной истории. Летом 2015 года десятки тысяч беженцев прибыли на центральный вокзал. Тогда Райтер лично руководил экстренным штабом, принимал оперативные решения и помогал организовывать прием в условиях огромного наплыва. По его словам, слова тогдашнего канцлера Ангелы Меркель «мы справимся» стали высказыванием надежды и призывом к единству веры в успешную интеграцию. И действительно, много удалось. В Мюнхене удалось наладить тот прием, распределение и первичную помощь, однако сейчас Райтер отмечает, что время фольклора позади, система испытывает усталость, инфраструктура на пределе и социальное напряжение заметно выросло. Он признает, мы многое сделали, но цели еще не достигнуты. Райтер подчеркивает, нужно признать, что путь еще предстоит долгий. А дальше политические новости Германии. За первые 100 дней пребывания во главе правительства канцлер Фридрих Мерц дал понять, что запускает внутреннюю трансформацию партии ХДС, Христианско-демократического союза. Его обозреватели отмечают, несмотря на образ решительного политика, долгое время он думал, как не только руководитель, но и как угодить различным группам. Это, по их мнению, и повлияло на текущие шаги. Главная новация – это отмена гендерной анонимности в официальной переписке. Персонал культучреждений призвали вернуться к традиционной форме общения, где указывается пол адресата. Еще один символический жест – это флаг движения, традиционно который вывешивается на крыше здания парламента, а теперь будет демонстрировать свою символику лишь один раз в год. Это решение, по мнению критиков, это попытка показать, что отныне приоритет отдается власти, а не символам. И главный лозунг «Время левых идей прошло» – это не только риторика перед выборами. Эксперты говорят, что многое остается прежним, просто ускоряется поток ресурсов. Например, социальные выплаты стали распределяться быстрее, но система по сути осталась в том же ритме. И еще интересная новость для тех, кто смотрит до конца. Все больше американских пар выбирают Италию для свадьбы, черпая вдохновение в атмосфере Дольче Вита. Мягкое тепло, живописные пейзажи, вкусная еда и обилие возможностей повеселиться и исследовать. Среди молодоженов популярные примеры. Свадьба знаменитостей Джеффа Безоса в Венеции,
Джорджа Клуни в Сан-Марко вдохновили десятки тысяч обычных американцев. По данным Флорентийского центра туристических исследований, в прошлом году церемонии за границей выбрали более 15 тысяч пар. Это на 64% больше, чем в 2019 году до пандемии. И почти треть из них именно американцы. Италия стала любимой страной для свадеб после Мексики. И здесь важный фактор – стремление к особым глубоким впечатлениям. Молодожены хотят, чтобы свадебные дни превратились в полноценное путешествие. Например, одна пара вместе с гостями побывала в Тоскане, училась готовить пасту, пила вино и наслаждалась компанией. Как отметил один из них, дешевле и интереснее устроить несколько дней праздника в Италии, чем один торжественный вечер в Соединенных Штатах Америки. Организаторы свадеб отмечают, гости охотно соглашаются на приглашение. В Италии почти никто не отказывается приехать, даже если путь долгий. Ориентация на впечатления и путешествия делает такие свадьбы не просто церемонией, а ярким событием для всех присутствующих. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.